Глава 5. Первое внимание. На следующий день мы позавтракали на рассвете. Затем Дон Хуан сдвинул мой уровень осознания. «Давай сегодня отправимся на первоначальную стоянку», — сказал Дон Хуан, обращаясь к Хенаро. «Можно, конечно», — сказал Хенаро и как-то сразу посерьезнел. Он взглянул на меня и добавил тихим голосом, как если бы не хотел, чтобы я его расслышал. «Думаешь, он готов? Не будет ли это слишком...» Всего за несколько секунд мой страх и подозрительность выросли до небес. Сердце заколотилось. Меня прошиб пот. Дон Хуан подошел ко мне и, почти не скрывая своего веселья, заверил, что Хенаро просто потешается надо мной. Мы только прогуляемся туда, где тысячелетия назад жили самые первые видящие. Пока Дон Хуан говорил, я мельком взглянул на Хенаро. Тот медленно качал головой из стороны в сторону. Движение было совсем незаметным. Хенаро словно давал мне понять, что Дон Хуан говорит неправду. Я едва не обезумел, находясь на грани истерики, и очнулся только когда Хенаро захохотал. Я был ошеломлен тем, с какой легкостью менялись мои эмоциональные состояния. От практически неуправляемого взрыва до полного спада. Втроем мы вышли из дома Хенаро. Было раннее утро. Вскоре мы углубились в выветренные холмы, расстилавшиеся вокруг дома. Там мы остановились и сели на огромном плоском камне посреди свежевспаханного и, судя по всему, засеянного склона. «Вот она, древняя стоянка», — сказал мне Дон Хуан. «В процессе объяснения нам предстоит прийти сюда еще раз». «Ночью здесь случаются очень странные вещи», — сообщил Хенаро. «Нагваль Хулиан поймал здесь союзника, вернее, союзник». Дон Хуан довольно явственно шевельнул бровями. Не договорив, Хенаро умолк и улыбнулся мне. «Рановато для страшных историй. Подождем до темноты». Он встал и принялся прохаживаться вокруг камня, покошачьи выгнув назад спину. «Что он говорил о том, как ваш бенефактор поймал здесь союзника?» — обратился я к Дону Хуану. Тот не ответил, глядя на ужимки Хенаро. Дон Хуан был от них в экстазе. Через некоторое время он, наконец, проговорил, все еще не сводя глаз с Хенаро. Хенаро имел в виду довольно сложный метод использования осознания. Тем временем Хенаро полностью обошел вокруг камня и вернулся на свое место. Тяжело дыша, он сел на камень. Он почти задыхался. Дон Хуан, похоже, был просто в восторге от того, что только что проделал Хенаро. В очередной раз у меня возникло ощущение, что они потешаются надо мной, что-то опять замышляя. Неожиданно Дон Хуан снова заговорил. Звук его голоса меня успокоил. Он сказал, что в результате огромнейших усилий видящие пришли к следующему заключению. Развитое процессом жизни сознание взрослого человеческого существа называть осознанием неправильно. В результате определенных преобразований оно превращается в нечто гораздо более сложное, более мощное и более дееспособное. Видящие назвали это вниманием. «Откуда видящие узнали, что осознание человека растет и трансформируется?» – спросил я. Он ответил, что на каждом этапе развития некоторая полоса эманаций внутри кокона становится ярче. По мере накопления человеческим существом опыта, эта полоса постепенно начинает излучать свет. В некоторых случаях свечение эманаций становится настолько ярким, что они сливаются с внешними эманациями. Наблюдая такое усиление свечения, видящие были вынуждены предположить, осознание – это как бы сырье, продуктом переработки и развития которого является внимание. Как видящие описывают внимание? Они говорят, что внимание – это упорядоченное и усиленное процессом жизни осознание, ответил он. Он добавил, что формулировки таят в себе определенную опасность. Делая вещи более понятными, они их упрощают.
В данном случае, давая определение вниманию, мы рискуем превратить чудесное магическое преобразование в нечто бытовое и невыразительное. Внимание – величайшее и, по сути, единственное достижение человека. Исходное осознание животного уровня трансформируется до состояния, охватывающего всю гамму человеческих проявлений, а видящие совершенствуют его еще больше, до тех пор, пока оно не охватит весь объем человеческих возможностей. Я поинтересовался, существуют ли с точки зрения видящих какие-либо принципиальные различия между проявлениями и возможностями. Дон Хуан объяснил, что под проявлениями понимается то, что мы способны выбирать как личности. Этим термином обозначается все относящееся к уровню обычной жизни, то есть к диапазону известного. И благодаря этому проявления ограничены как количественно, так и качественно. Человеческие же возможности принадлежат сфере неизвестного. Они относятся не к тому, что мы можем выбрать, а к тому, чего мы способны достичь. Примером человеческого проявления может служить наш выбор, сообразно которому мы считаем человеческое тело материальным объектом, подобным множеству прочих материальных объектов. Пример одной из таких человеческих возможностей – достижение видящих, благодаря которому они воспринимают человека как яйцеобразное светящееся существо. Тело, как материальный объект, относится к сфере известного. Воспринимая тело как светящееся яйцо, мы имеем дело со сферой неизвестного. Человеческие возможности, таким образом, поистине неисчерпаемы. Видящие считают, что существует 3 типа внимания, продолжал Дон Хуан. Ты понимаешь, конечно, что речь идет только о человеческих существах, а не о живых существах вообще. Но это не просто виды внимания. Это скорее 3 уровня достижения, 3 уровня развития. И каждая из них совершенно независимая и самодостаточная область. Первое внимание человека – это животное осознание, которое в процессе накопления жизненного опыта развелось в замысловатое, многоплановое и исключительно хрупкое образование, функции которого иметь дело со всем, что существует в нашем обычном мире повседневной жизни. Иначе говоря, все, о чем можно думать, относится к сфере функционирования первого внимания. Первое внимание – суть то, чем мы являемся в качестве обычных людей. И по причине столь абсолютной власти над нашими жизнями, первое внимание оказывается наиболее важным приобретением обычного человека. В сущности, первое внимание, пожалуй, даже единственное, чем мы реально обладаем. Учитывая действительную значимость первого внимания, видящие взялись за тщательное его исследование посредством видения. Находки, сделанные ими в этой области, сформировали все их мировоззрение, как и мировоззрение их последователей. Хотя последователи в большинстве своем не понимали, что именно видели те видящие на самом деле. Проникновенным голосом Дон Хуан сообщил мне, что выводы, сделанные новыми видящими на основании тщательных исследований, не имели практически ничего общего с рассудком и соображениями рационального порядка. Так, исследовать первое внимание и формулировать соответствующие объяснения может только тот, кто видит. А вот изучать то, каким видящий видит первое внимание, важно для ученика. Это дает его первому вниманию уникальную возможность понять принципы и механизмы своего собственного функционирования. Так вот, видящий видит первое внимание как светимость осознания, развитую до состояния сверхинтенсивного излучения,
продолжал Дон Хуан. Но эта часть светимости зафиксирована, так сказать, на поверхности кокона. Это светимость, покрывающая зону известного. А теперь поговорим о втором внимании, которое является более сложным и специфическим состоянием светимости осознания. Второе внимание относится к сфере неизвестного. Оно начинает работать, когда задействуются эманации внутри человеческого кокона, которые обычно не используются. Я назвал второе внимание специфическим состоянием по следующей причине. Чтобы задействовать эти неиспользованные эманации, необходима особая, тщательно разработанная и спланированная тактика, требующая исключительной дисциплины и высшей степени сосредоточения. Дон Хуан напомнил мне, как когда-то, обучая меня искусству сновидения, он уже рассказывал о сосредоточении, необходимом для осознания того, что видишь сон. Так вот, это сосредоточение – предшественник второго внимания. Форма, в которой пребывает сознание при таком сосредоточении, принципиально отличается от формы, необходимой, чтобы иметь дело с миром обычной жизни. Еще Дон Хуан сказал, что второе внимание также называют левосторонним осознанием, и что это огромнейшая область. Она настолько обширна, что кажется беспредельной. «И просто так я не полезу туда ни за что на свете», — продолжал Дон Хуан. «Это трясина, настолько сложная и причудливая, что трезвые и уравновешенные видящие входят в нее только при строго определенных условиях. Вся сложность состоит в том, что забраться во второе внимание просто, а противиться его зову практически невозможно. Овладев осознанием, древние видящие использовали свое мастерство для того, чтобы расширить свое свечение осознания до непостижимых пределов. Заставляя вспыхивать эманации внутри своих коконов по одной полосе за раз, они стремились зажечь их все. И им это удалось, но, как это ни странно, умение зажигать полосы по одной стало тем фактором, из-за которого они увязли в трясине второго внимания. Новые видящие исправили их ошибку. Они довели мастерство управления осознанием до его естественного завершения. Они научились одним ударом выводить свечение осознания за пределы кокона. Третье внимание достигается, когда свечение осознания превращается в огонь изнутри. Свечение, которое зажигает не по одной полосе за раз, а одновременно все эманации орла внутри кокона человека. Дон Хуан сказал, что испытывает благоговение перед непреклонным устремлением новых видящих к достижению третьего внимания в течение жизни, пока они обладают индивидуальным самоосознанием. Он не счел нужным останавливаться на тех редких случаях, когда люди и другие живые существа случайно входят в неизвестное и непознаваемое, не отдавая себе в этом отчет. Дон Хуан сказал, что каждый такой случай – это дар орла. Впрочем, для новых видящих вход в третье внимание тоже дар, но значение этого дара несколько иное. Это скорее награда за достижение. И еще Дон Хуан сказал, что в момент смерти все человеческие существа входят в непознаваемое, и некоторые из них достигают третьего внимания, но всегда лишь на непродолжительное время и только для того, чтобы очистить пищу для орла. Высшее совершение человеческого существа, закончил Дон Хуан, достичь этого уровня, сохранив жизненную силу и не сделавшись бестелесным осознанием, которое, подобно мерцающей искорке,
взлетает прямо к клюву орла, чтобы быть им поглощенным. Пока Дон Хуан рассказывал, я не замечал ничего вокруг. Теперь обнаружилось, что Хинара исчез. Видимо, встал и куда-то ушел, а сам я склонился к камню, и Дон Хуан, сидя рядом на корточках, мягко толкает мои плечи вниз. Поддавшись, я лег на камень и закрыл глаза. С запада дул мягкий ветерок. «Только не засни», — произнес Дон Хуан. «Ты ни в коем случае никогда не должен спать на этом камне». Я сел. Внимательно на меня глядя, Дон Хуан добавил: «Просто расслабься. Пусть внутренний диалог замрет». С абсолютно полным сосредоточением я следил за его словами. Вдруг что-то словно ударило меня изнутри. Это был испуг. Вначале я даже не знал, в чем дело. Я решил, что испытываю очередной приступ неверия. Но потом, как молния, меня пронзила. Да ведь уже вечер. По моим ощущениям, мы разговаривали на камне не больше часа, а прошел целый день. Я вскочил. Я полностью отдавал себе отчет в этом чудовищном несоответствии, но не понимал, что со мной происходит. Я испытывал странное ощущение, как если бы тело стремилось прочь. Дон Хуан прыгнул, обхватив меня, и мы вместе с ним скатились на мягкую землю. Дон Хуан держал меня крепко, я чувствовал себя зажатым в стальных тисках. Мне и в голову никогда не приходило, что он настолько силен. Меня всего трясло, как в припадке эпилепсии. Руки метались вокруг, описывая самые невероятные траектории. И в то же время существовала некая отрешенная часть меня, которая даже с некоторым интересом созерцала, как вибрирует, извивается и подпрыгивает тело. Наконец спазмы прошли, и Дон Хуан меня отпустил. Он тяжело дышал от напряжения. Он сказал, что теперь нам будет лучше взобраться обратно на камень и там посидеть, пока я окончательно не приду в себя. Я не смог устоять перед соблазном задать свой обычный вопрос: что со мной произошло? Он объяснил, что во время его рассказа я перешел определенную грань и неожиданно вошел очень глубоко в левостороннее осознание. Дон Хуан и Хинара последовали туда за мной, а потом я точно так же внезапно оттуда вышел. «Я как раз вовремя тебя поймал», — сообщил мне Дон Хуан. «Иначе тебя вынесло бы прямиком в твое нормальное состояние». Я совершенно запутался. Он объяснил, что все мы втроем играли осознанием. В какой-то момент я, должно быть, испугался и ускользнул от них. «Хинаро — мастер осознания», — продолжал Дон Хуан. «Сильвио Мануэль — мастер воли. В свое время их обоих безжалостно толкнули в неизвестное. Наш бенефактор поступил с ними точно так же, как с ним самим поступил его бенефактор. В некотором отношении Хинаро и Сильвио Мануэль очень похожи на древних видящих. Они знают, что они могут сделать, но их мало интересует то, как они это делают. Сегодня Хинара воспользовался случаем, чтобы сдвинуть твою зону свечения осознания. А в результате все мы вместе оказались в каких-то таинственных закоулках неизвестного. Я умолял его рассказать, что происходило с нами в неизвестном. Вдруг у самого своего уха я услышал: «Ты должен сам это вспомнить». Я был абсолютно уверен, что слышу голос видения, поэтому совсем не испугался. Я даже не поддался побуждению оглянуться. «Я голос видения, и я говорю тебе, что ты болван», — раздался тот же голос. Затем послышался смешок. Я обернулся. Позади меня сидел Хинара. Я был настолько удивлен, что хохотал, наверное, даже несколько более бурно, чем они. «Ну что ж, темнеет», — сказал мне Хинара.
Как я тебе уже обещал, сегодня нам предстоит нечто. На этом самом месте. Тут в разговор вмешался Дон Хуан. А может быть, хватит на сегодня? А то ведь наш дурачок может помереть со страху. Не, он в порядке, возразил Хинара, потрепав меня по плечу. Ты бы все-таки у него самого спросил, настаивал Дон Хуан. Он ведь и вправду такой дурачок, что может помереть со страху. Он сам тебе об этом скажет. Что, действительно? Подняв брови, обратился ко мне Хинара. Ты на самом деле такой дурачок? Я промолчал. Они в буквальном смысле покатились со смеху. Хинара даже скатился на землю. Дон Хуан легко спрыгнул с камня и помог ему подняться на ноги. После этого Хинара сказал Дону Хуану, имея в виду меня. Попался. Он ведь никогда не скажет, что он дурачок. Он для этого чересчур важен. А потом произойдет нечто такое, от чего его будет трясти. Он даже штаны может наложить со страху. А все потому, что не признался, что он дурачок. Наблюдая за тем, как они смеются, я решил, что так радостно хохотать способны только индейцы. Но тут же я пришел к убеждению, что они злобствуют. И это видно невооруженным глазом, ведь издеваясь они над неиндейцем. Дон Хуан мгновенно уловил мои чувства и сказал: «Не позволяй до такой степени раздуваться своему чувству собственной важности. Ты ни с какой точки зрения не являешься чем-то особенным. Так же, как и любой из нас, независимо от того, индеец он или нет». Нагваль Хулиан и его бенефактор добавили к своей жизни не один год удовольствия, потешаясь над нами. Хинаро живо вскарабкался на камень и, подойдя ко мне, заявил: «На твоем месте я бы не знал, куда себя деть от смущения. Я бы очень расстроился. Я бы даже разревелся. Да ты поплачь, поплачь, пореви хорошенько, сразу полегчает». К своему несказанному удивлению, я начал тихонько всхлипывать, а потом так разозлился, что взревел от ярости, и только после этого почувствовал облегчение. Дон Хуан мягко похлопал меня по спине. Он сказал, что обычно гнев действует очень отрезвляюще. Иногда так действует страх, иногда юмор. Но я, в силу своей насильственной натуры, реагирую только на гнев. Он добавил, что внезапные сдвиги в светимости осознания очень нас ослабляют. Они пытались меня поддержать, заставить стать сильнее. И Хинара в этом явно преуспел, когда ему удалось привести меня в ярость. К тому времени уже наступили сумерки. Вдруг Хинара указал на какое-то мелькание прямо в воздухе на уровне глаз. В сумеречном свете это было похоже на большую бабочку, которая кружилась вокруг места, где мы сидели. «Не иди на поводу у своей впечатлительности», — предостерег меня Дон Хуан. «Не нужно ничего желать и ни к чему стремиться. Просто пусть Хинара тебя ведет, и не отводи взгляда от этого пятна». Мелькающая точка определенно была бабочкой. Я ясно различал все ее детали. Я следил за ее извилистым усталым полетом, пока не начал видеть каждую частичку пыльцы на ее крылышках. И я был полностью поглощен созерцанием, когда что-то вдруг вывело меня из этого состояния. Прямо за спиной я ощутил мощный взрыв беззвучного шума, если так можно выразиться. Обернувшись, я заметил целую группу людей, стоявших в ряд на другом конце камня, несколько более высоком, чем тот, где мы сидели. Я подумал, что это люди, живущие по соседству. Видимо, они заподозрили неладное, наблюдая, как мы целый день здесь болтаемся, и взобрались на камень, чтобы с нами разобраться. То, что их намерения по отношению к нам были далеко не добрыми, я знал откуда-то в то же мгновение. Дон Хуан и Хинаро соскользнули с камня, велев поторопиться и мне. Мы тотчас же двинулись прочь. Весь путь до дома Хинаро
Мы проделали, ни разу не оглянувшись, чтобы посмотреть, преследуют ли нас те люди. Ни Хинаро, ни Дон Хуан не произнесли ни единого слова. Один раз Дон Хуан даже свирепо шикнул на меня, прижав к губам палец. Когда мы подошли к дому Хинаро, Дон Хуан втянул меня внутрь, а Хинаро, не останавливаясь, проследовал мимо дома и куда-то ушел. Когда мы с Доном Хуаном оказались в безопасности внутри дома и он зажег керосиновую лампу, я поинтересовался: «Что это были за люди, Дон Хуан?» «Это были не люди», — ответил он. «Да ладно тебе, Дон Хуан, не надо напускать мистический туман. Это были люди, я видел их своими глазами». «Ну, разумеется, ты видел их своими глазами», — парировал он. «Однако это ни о чем не говорит. Твои глаза тебя подвели. Это были не люди, и шли они за тобой. Хинаро пришлось их отвлечь». «Так кто же это был, если не люди?» «О, это тайна», — сказал он. «Тайна осознания, которую невозможно постичь рациональным путем, говоря о ней. Тайна, которую можно лишь засвидетельствовать. Тогда позволь мне стать ее свидетелем». «Но ты уже стал им. Дважды за сегодняшний день. Сейчас ты не помнишь, но вспомнишь, когда зажжешь эманации, которые светились, когда ты был свидетелем тайны осознания, о которой идет речь. А пока давай вернемся к нашему объяснению осознания». Дон Хуан еще раз повторил, что осознание начинается с постоянного давления больших эманаций извне на эманации, заключенные внутри кокона. За счет этого давления останавливается движение эманаций внутри кокона, которое суть движения к смерти, ибо направлена на разрушение кокона. Такая остановка является первым действием осознания. Все живые существа стремятся к смерти. Это истина, в которой видящий не может не отдавать себе отчета, продолжал Дон Хуан. Осознание же останавливает смерть. Новых видящих привел в глубокое замешательство тот факт, что осознание препятствует смерти и в то же время является ее причиной, будучи пищей орла. Это невозможно объяснить, поскольку не может быть рационального способа понять бытие. Видящим не оставалось другого выхода, как только принять то, что их знание основано на взаимоисключающих предпосылках. Я спросил: но почему они разработали систему, содержащую внутренние противоречия? «Ничего они не разрабатывали», — ответил он. «Видящие открыли непреложные истины. Они увидели их такими, какие они есть. Вот и все. Например, видящий должен быть методичным рациональным существом, образцом трезвой уравновешенности, и в то же время он должен всячески избегать этих качеств, чтобы быть абсолютно свободным и открытым по отношению к чудесным тайнам бытия». И его пример сначала сбил меня с толку, но затем я понял, что имелось в виду. Ведь он сам поддерживал мою рациональность только для того, чтобы однажды разрушить ее и потребовать полного ее отсутствия. Я сказал ему, что понял его точку зрения. Только предельная высочайшая уравновешенность может стать мостом между взаимоисключающими противоречиями, сказал Дон Хуан. «Может ли быть таким мостом искусство?» — поинтересовался я. «Мостом между противоречиями ты можешь назвать все, что угодно: искусство, страсть, уравновешенность, любовь и даже доброту». Потом Дон Хуан рассказал, что в процессе изучения первого внимания новые видящие обнаружили: все органические существа, кроме человека, успокаивают возбужденные эманации внутри своих коконов. За счет этого внутренние эманации
получают возможность настроиться на соответствующие им внешние, чего не происходит в случае человеческих существ, поскольку первое внимание последних принимается за инвентаризацию эманаций орла, имеющихся внутри кокона. Я спросил, что такое инвентаризация, Дон Хуан? Человеческие существа отмечают те эманации, которые есть внутри их коконов, ответил он. Ни одно другое создание этим не занимается. В миг фиксации внутренних эманаций большими эманациями первое внимание начинает за собой наблюдать и отмечать все, что с ним происходит. Во всяком случае, оно пытается это сделать доступными ему способами. Этот процесс видящие и называют составлением инвентарного списка. Я не хочу сказать, что таков добровольный выбор человека или что человек может отказаться от инвентаризации. Составление инвентарного списка – это команда, которую дает орел. Не подчиниться ей нельзя, но вот то, как именно подчиниться, совсем другое дело. Тут уже можно выбирать. Дон Хуан сказал, что хотя ему не нравится называть эманации командами, они по сути являются таковыми командами, а слушаться которых не дано никому. Однако в подчинении командам заключен способ неподчинения им. В случае с инвентаризацией первого внимания, продолжал Дон Хуан, видящий не может не подчиниться, и он подчиняется. Однако, как только инвентарный перечень составлен, видящий выбрасывает его. Ведь орел не заставляет нас делать из инвентарного перечня культ. Он дает лишь команду на составление этого перечня и более. Я задал вопрос. Каким образом видящий видит, что человек осуществляет инвентаризацию? Внутренние эманации человеческого кокона успокаиваются не для того, чтобы прийти в соответствие с внешними, последовал ответ. Это становится очевидным после того, как увидишь, что делают другие существа. Успокоившись, они практически сливаются с большими эманациями и текут вместе с ними. Вот, например, скоробей, жук-навозник. Свет его эманаций иногда распространяется, захватывая огромные пространства. Человек же, успокоив эманации внутри своего кокона, начинает их со всех сторон обдумывать, анализировать и ими любоваться. Тем самым эманации замыкаются сами на себя. Дон Хуан сказал, что, осуществляя инвентаризацию, люди доводят выполнение соответствующей команды до логического завершения. Все же остальное ими игнорируется. А когда человек достаточно глубоко увяз в инвентаризации, ситуация может развиваться по двум направлениям. В первом случае человек полностью игнорирует импульсы больших эманаций. Во втором использует их весьма специфически. Игнорируя эти импульсы, человек после составления инвентарного перечня приходит к уникальному состоянию, которое называется разум. А использование всех импульсов специфическим образом – это самопоглощенность. Для видящего человеческий разум имеет вид необыкновенного, однородного тусклого свечения, которое, если и реагирует на постоянное давление больших эманаций, то делает это крайне слабо и крайне редко. Свечение разума делает оболочку яйцеобразного кокона более плотной и в то же время и более ломкой.
Дон Хуан отметил, что человеческий разум должен был бы встречаться в изобилии, однако на самом деле это чрезвычайно редкое явление. Подавляющее большинство человеческих существ склоняется к самопоглощенности. Разумеется, осознание всех живых существ в известной степени замкнуто на себя. Иначе взаимодействие между ними было бы невозможным. Но такой глубочайшей степени самопоглощенности первого внимания, какая присутствует у человека, не достигает ни одно другое существо. В противоположность рассудочному человеку, напрочь игнорирующему импульсы больших эманаций, человек самопоглощенный схватывает каждый импульс и преобразует его в усилие, взбалтывающее эманации внутри кокона. Наблюдая все это, видящие пришли к одному весьма практическому выводу. Они увидели, что рассудочные люди должны жить дольше, чем самопоглощенные. Игнорируя импульсы больших эманаций, первые усиливают естественное возбуждение внутренних эманаций, а самопоглощенные индивиды, наоборот, сокращают свою жизнь, используя импульсы внешних эманаций для создания дополнительного возбуждения внутри. Я поинтересовался, что видит видящий, созерцая самопоглощенного человека? Прерывистые вспышки белого света, сопровождающиеся длинными периодами потускнения, ответил Дон Хуан. Потом он замолчал. У меня больше не было вопросов. А может, я слишком устал, чтобы спрашивать о чем бы то ни было. Громкий удар, похожий на взрыв, заставил меня подскочить от неожиданности. Входная дверь распахнулась. Вошел Хинаро и, тяжело дыша, рухнул на циновку. Он весь был мокрым от пота. «Я рассказываю о первом внимании», — сообщил ему Дон Хуан. «Первое внимание работает только с известным», — сказал Хинаро. «Когда имеешь дело с неизвестным, оно не стоит и ломаного гроша». «Ну, это не совсем верно», — возразил Дон Хуан. «Первое внимание очень хорошо работает и с неизвестным. Оно блокирует неизвестное, оно отрицает его настолько яростно, что неизвестное попросту перестает существовать для первого внимания. Инвентаризация делает нас неуязвимыми. Вот почему она возникла и имеет первостепенное значение». «О чем это вы?» — обратился я к Дону Хуану. Тот не ответил. Он смотрел на Хинаро, словно ждал ответа. «Но если я открою дверь, — спросил Хинаро, — сможет ли первое внимание справиться с тем, что войдет?» «Твое и мое не сможет, — сказал Дон Хуан, — а его, — он указал на меня, — сможет. Давай попробуем». «Но он же в состоянии повышенного осознания, как насчет этого?» — спросил Хинаро. «Это ничего не меняет, — сказал Дон Хуан». Хинаро поднялся, подошел к входной двери и настежь распахнул ее, мгновенно отскочив в сторону. Порыв холодного ветра ворвался в дом. Дон Хуан подошел ко мне и встал рядом. Хинаро сделал то же самое. Они пристально меня разглядывали. Я хотел закрыть дверь. Я чувствовал некоторое неудобство от холода. Но едва я двинулся к двери, как Дон Хуан и Хинаро прыгнули вперед и загородили меня от нее. «Ты что-нибудь замечаешь в комнате?» — спросил Хинаро, обращаясь ко мне. «Ничего», — совершенно искренне ответил я. Кроме холодного ветра, который врывался сквозь дверной проем, замечать было нечего. «Странные существа вошли, когда я открыл дверь», — сказал он. «Неужели ты ничего не заметил?» По его голосу я понял, что на этот раз он не шутит. Втроем, они по бокам, я посередине, мы вышли из дома. Дон Хуан прихватил с собой керосиновую лампу, а Хинаро запер дверь.
Через дверцу для пассажира мы сели в машину, причем меня они втиснули первым. А потом мы отправились в соседний городок, где находился дом Дона Хуана.